остановочка у парка Ривьеры, чтобы показать городской парк. Затем девушкам с конкурса красоты Сочи 2006 мы покажем морской порт, если будет возможность. Затем можно сделать остановочку около Зимнего театра. Дендрарий у них входит. Подъедем к Дендрарию. Но если хочешь, если сможешь, можно еще Мацесту пещеры показать. Вот. И обратно. Думаю, как раз то, что надо. Значимые места города Сочи мы покажем. Едем мы на очень комфортабельном автобусе с кондиционерами. Так что я думаю, нашим туристам понравится сегодняшняя экскурсия по городу Сочи. Зимний аквапарк в Лао. Ну, он, конечно, и летний. Чудесный уголок Лазаревского района с современным комфортом и малоизмененной человеком природой. Мы идем на белый пляж. Надеемся, что он не только для белых. Великолепный чистый галечно-песчаный пляж. В Лазаревском районе города Большой Сочи лучшая экология и наиболее чистые пляжи. Здесь за этим пляжем еще хорошо следят. Конечно, приятно искупаться на море в этом месте и посидеть в уютном кафе. Что мы и сделаем. Мы специально приехали немножко раньше, чтобы не задержаться в пробках, если они могут быть. Пока девушки обедают, мы тоже, пожалуй, выпьем по чашечке кофе в ожидании наших туристов. Да, удачный дизайн, хорошо вписывается вот этот вот каскадный стиль. Видимо, это евростандарт с тонированными стеклами. И очень хорошо. Здание расположено на крутом склоне горном. Модуль зимнего аквапарка Лао и летний с различными аттракционами. В жаркий день здесь просто спасение. Здравствуйте, добрый день. Заходите, рассаживайтесь. Здравствуйте. Прямо как номер люкс, да, на колесах, с кондиционером. Ну, красота. Вез туристов из Америки и Великобритании. Круизный корабль подходил Минерва-2. Но это октябрь, и у нас не было жары. Сели, и сразу же менеджер с парохода, женщина, говорит: "Ask the driver off condition, if it possible". Включите, если возможно, кондиционер. Спросите у водителя. Ну, я думаю, спрашиваю, not hot, не жарко. If it possible, please. Ну, все-таки дорога, и вот как-то они привыкли, даже в октябре, когда температура всего-то 20-18 градусов, чтобы работал кондиционер. А сейчас, да, без него вообще жить невозможно. Там 50 на солнце, по-моему. А как вас зовут? Меня зовут Веста. Ой, красивое имя. Спасибо. Вы первый раз в Сочи или уже были? Нет, я уже была. Угу. Как вам город наш нравится? Да, очень нравится, хороший город, красивый. Природа красивая. Необычный, правда? Да. Пальмы, ей нельзя позвонить. дворцы санаториев. Да, хорошо. Но все-таки что больше всего нравится? Вас как зовут? Меня Юля. Юля, Ага. а что все-таки в городе больше всего нравится? В Сочи.
Ну, я как бы была зимой, так получилось, что я Мгм. только в Редисоне Хорошо, какой отдыхала, номер и, ее? собственно, город не видела, вот когда первый раз смотрела. Дальше. Угу. Мгм. В Радисоне работал 4 года супервайзером в фитнес-центре. Ходили в Сколько фитнес-центр, там времени наверное, Сергея да? Нет, у нас Владимирского, там как мы был были на у Елены сцене? Морозовой конкурс красоты. А, Пять вы- девяти минут, такой. хочешь посмотреть? девочки идут. О, как хорошо. Нет, сколько? Наконец мы А соберемся не все села. вместе. Аня в автобус не села. Город и зимой красивый, вот правда? садится, вот проходит. Много цветущих растений, цветут магнолии. Тогда все. Все, тогда всё. Давайте минуточку подождем, подойдут наши из автобуса, чтобы никто не потерялся. Наш уютный автобус. Платановая аллея называется место, на котором мы сделали остановочку. Оно было посажено. Пожалуйста, постойте у фонтана, полюбуйтесь. Поющий фонтан, конечно, лучше смотреть в ночное время. Здесь разноцветные подсветки работают, играет музыка, и вода пульсирует в зависимости от уровня звучания и тембра. И поэтому воздействие усиливается на психику человека. И действительно, когда красивая музыка, уходить не хочется. Ну и днем тоже приятно постоять здесь у прохлады водные. Улица Новогинская проходит прямо, это торговая галерея и гостиница Москва. А справа здание морского вокзала, тоже очень красивое, которое мы скоро увидим, поедем. Потерять мы не могли, я думаю, нет. 2, 4, 6, 8, 9, 11. Не хватает. Они уже пошли домой. Сходить. Сцена киноконцертного зала фестивальный. Вот такой ее видят обычно звезды эстрады, выходя в зал. Нет, туда сейчас не зайти. Там проблематично. Вот. Переодеваться, вот это я не знаю. Потому что разговаривать с организаторами, нужно изучать наши списаться, вот туда, на вход, вот, если это возможно. Но это нужно с организаторами беседовать на улице собрания. Ну что ж, доброе плавание девушкам. Удачи. Успехов на конкурсе. Мисс Сочи 2006.
Это репортер из курортной газеты делает фотографию девушек. Хорошие девчонки. Пожелаем им удачи, проявить себя с лучшей стороны. Уже то, что они участвуют в конкурсе, большая победа. Они прошли отборочные конкурсы, много работали, много трудились. Замечательные девушки. Постояв на сцене фестивального, мы едем дальше. Скорее хочется нырнуть в автобус с кондиционером 35-градусной жары. И самое главное, это его море. Вы по Сочи вообще гуляли когда-то, смотрели? Или вы так вот исключительно... Гуляли, смотрели. Понравилось, да? Жили здесь, да? Да. Ну, то есть вы были на отдыхе? Да. Вообще, вы выбрали бы, вот как частное лицо, не как вот просто претендентка на звание мисс туризм. Вот вы для туризма вы выбрали Сочи или какой-то другой город? Вы были ли в других каких-то городах, вот именно курортных? Именно российских. Ну, можно не российских, сравнивайте совсем, вот Из что... российских курортов выбрала бы Сочи. Мгм. А из А, заграничных промолчу. Буду говорить. Хорошо, хорошо. Какие плюсы, какие минусы видите в Сочи? Что вам нравится, что вам бы хотелось изменить? Вы же девушки все амбициозные, правильно? Да. Правильно. Значит, у вас должно быть какое-то собственное мнение о городе, какие-то... Что-то вот вам очень нравится, что-то вот... Самое главное, нравится это море, но не нравится в то же время оно, потому что в некоторых местах оно грязное. Закрытое. Все понятно, все понятно. В каких-то кафе в Сочи были? Нравится вам вообще сервис обслуживания в Сочи? С сервисом все нормально, обслуживание хорошее. Ну, в каких кафе вы были, если не секрет? Не помню. Не помните уже, да? А по набережной гуляли? Да. Как набережная вам? Понравилось, особенно порт. Порт, да, понравилось? Понятно, понятно. А что вы ждете от конкурса? Новых впечатлений. Новых интересных впечатлений. Все понятно. Вы давно вообще участвуете в таких вот конкурсах красоты? Ну, как-то, может быть, это ваш не первый опыт борьбы за корону? Ну, вообще участвую 5 лет уже. 5 лет. Да. А вот как-то один конкурс от другого отличается? Есть какие-то? Все конкурсы друг от друга отличаются. Все. Чем? Постановками, выходами. Все понятно. А бывает, вот, например, здесь организаторы заявили такую вот идею, что связать конкурс с туризмом, то есть красота должна продвигать еще и город Сочи именно как курорт. Вот что вы думаете насчет этой идеи конкурса? Ну, какая-то новая идея, я не знаю, правда, как она будет Реализовано. творяться в жизнь, да, или реализована. Ну, в общем, новая идея, Да. да? Все понятно. Вам вопросы приблизительно те же. Как вам понравился город Сочи? Мне очень нравится природа. Очень нравится. Так, природа, а люди? А люди тоже очень гостеприимные. Сервис. Были ли где-то первый раз, второй раз? в Сочи? Нет, я, в общем, в Сочи третий раз. И все время так именно вот поездки такие. Проездом, да? Да, проездом. Вот. Не отдыхали здесь? Никогда как отдыхающие? Нет, в основном всегда ездила на конкурсы, была в Дагомысе, в Туапсе, и вот теперь... В Дагомысе, в Туапсе. А Вот, по городу не хотите сейчас, это, Надюш, запустить потом? Хорошо, хорошо. Виталий Леонидович, давайте пока идем по городу, расскажите девушкам. Yes. Интересного и полезного. Аккуратненько, не спешите. Счастливо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Есть такой анекдот, снимают сцену фильма «Титаник», русская версия, и вот эта вот сцена кульминационная, айсберги ледяные, страшная ночь, громко кричат женщины и дети в шлюпках, еще громче тех, кто спас в жилетах в ледяной воде, и вдруг неожиданно в кадре появляется молодой предприимчивый житель Красной Поляны на прогулочном катамаране, и слышатся слова: горячий чай, пирожки, чебуреки с сыром, чебуреки с мясом.
Посадка в кресло.